Здравствуйте! В прошлый раз мы говорили о языковом барьере при изучении языка. А сегодня речь пойдет о том, через какие этапы проходит человек, изучающий язык. Многие жалуются на то, что через какое-то время после начала изучения наступает плато, застой. Человек не чувствует прогресса. Почему, несмотря на регулярные занятия, мы не ощущаем, что лучше говорим или понимаем язык? Давайте разберемся. Во-первых, поговорим о том, что такое плато и прорывы в изучении языка. Во-вторых, что делать, если застряли и не чувствуете прогресса. И в-третьих, какие техники помогут преодолеть плато. Так почему наступает застой? Многие изучающие язык доходят до стадии, когда чувствуют, что застряли. Они продолжают учить слова или грамматику, но видимого прогресса ни в понимании, ни в говорении не видно. Это обычный процесс, сопровождающий приобретение любого навыка. Здесь мы движемся скачками. Первоначальные усилия очень быстро приводят к прорыву, резкому улучшению одного или нескольких языковых аспектов. Затем наступает период длительного плато, во время которого наше бессознательное получает новую информацию для переработки. Эти этапы могут быть довольно долгими, но если продолжать заниматься, эти периоды всегда заканчиваются очередным прорывом. Поэтому, если чувствуете, что застряли, не останавливайте занятия. Просто поменяйте стратегию. Забудьте про то, что вы изучаете русский. Просто постарайтесь сосредоточиться на его использовании. Слушайте, читайте, общайтесь, если есть возможность. Не старайтесь ничего заучивать или выписывать. Ваша задача – просто понять как можно больше. Чем больше сырой информации в расслабленной обстановке получит наше бессознательное, тем быстрее наступит очередной прорыв. Здесь срабатывает принцип, который называется кумулятивный эффект. Это когда маленькие шаги суммируются и производят неожиданный, взрывной эффект. Именно так происходит и освоение языка. Нам может казаться, что это результат некоего усилия по изучению и запоминанию. На самом деле это результат того, что во время изучения мы получаем достаточное количество comprehensible input, когда слышим, видим и понимаем язык. А теперь, что делать, если застрял? В освоении языка есть всего две стадии – изучение и применение. Мой опыт с языками показывает, что на стадию применения можно перейти за пару месяцев. И с этого момента нам доступен огромный массив информации, который мы можем использовать для дальнейшего совершенствования. Этот процесс сводится к тому, что я слушаю, читаю и смотрю то, что мне интересно. И когда есть возможность пообщаться, не упускаю ее. Моя дочь, несмотря на то, что родилась и жила в России, к 2 годам одинаково хорошо понимала и русский, и испанский, благодаря книгам, мультфильмам и общению со мной. Она даже неплохо говорила на обоих языках, пока не пошла в детский сад, где русская речь вытеснила испанскую. Именно этот натуральный способ освоения мы воссоздаем в нашем курсе. Его задача в том, чтобы вы могли погрузиться в язык, не слишком полагаясь на аналитическую часть мозга. Наши техники позволяют видеть, слышать, понимать и использовать язык ежедневно, позволяют совершать правильные небольшие шаги, создающие в итоге кумулятивный эффект. Занимаясь нашим курсом, вы можете быть уверены, что делаете все от вас зависящее для освоения русского языка. Этот метод отлично работает и сам по себе, и в комбинации, например, с неплохим учебником грамматики или с каким-нибудь формальным языковым курсом. Он, наш метод, служит мостом к аутентичному материалу и реальному общению. Учитывая наши рекомендации, уже через 2 месяца люди понимают язык на слух и начинают говорить, если отваживаются на регулярную языковую практику с собеседником. Переходим к практическому заданию на сегодня. В говорении есть чисто физический аспект. Новый язык – это новые звуки и их комбинации, и их нужно учиться произносить. В вопросах произношения можно ставить разные планки. От «говорить без акцента» до «мне не важно», «я горжусь своим акцентом». Оба варианта приемлемы. Акцент – это наша личная характеристика, такая же, как цвет глаз или рост. Но есть одно условие. На языке нужно уметь говорить так, чтобы нас без труда понимал собеседник.
А это значит, что работа над произношением необходима, без нее не обойтись. Дело в том, что когда мы говорим на новом языке, задействуются мышцы лица, которые ранее не использовались. Это новое положение губ и языка, и это нужно тренировать. Существует огромное количество способов и методов, но я для себя обнаружил тот, что позволяет тренировать речь, по ходу развивая прочие важные языковые навыки – понимание на слух и говорение. Этот способ буквально перевернул мое представление о тренировке произношения. Сегодня мы с ним познакомимся. Речь о технике shadowing. Ее используют как профессиональные переводчики, так и полиглоты по всему миру. Ее суть, ее основа – это слушать аудио и одновременно пытаться повторять вслух все, что слышите, имитируя произношение и интонации говорящего. Поначалу это сложно, начинают болеть мышцы лица, вы не успеваете за записью, но довольно быстро вы адаптируетесь. С этого момента вы получаете прекрасный инструмент для работы над произношением и развитием беглости речи. Его можно использовать, слушая аудиокниги, подкасты, фильмы и прочее. Итак, во-первых, слушайте сегодняшний эпизод, выполняя shadowing. Старайтесь копировать наше произношение, манеру речи, интонации. Во-вторых, в разделе «Вопрос-ответ» можно делать shadowing не только отвечая на вопросы, но и повторяя их, сами вопросы. Но во время паузы старайтесь давать ответ самостоятельно. В-третьих, в разделе «Обратный перевод» делайте shadowing, повторяя наш вариант перевода. А в следующем видео мы поговорим о том, почему необходимо думать по-русски.